Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Да, режу старое пальто. Мне уже написали возмущенные зрители, что никакого уважения к ткани, не распарываю швы, просто режу. Отвечу так. Вам надо, вы и распарывайте. А я для своих изделий выбираю только хорошие, целые, крепкие места, без швов, потертостей, дыр и затяжек. Все-таки шьем хорошую новую вещь, и зачем нам старые дыры? Получились у нас квадраты 15 на 15 сантиметров. Будем работать с ними. Выкроила еще из синтепона квадраты такого же размера. Соединим их вместе, прошьем по диагоналям, сначала по одной, потом по другой. Бережем нитки, время, шьем сразу всю массу заготовок гирляндой. Драповых квадратов у меня получилось 80 штук. Из цветной ткани нарезала квадраты 21 на 21 сантиметр. Ткани наши, российские. Часть покупала в обычных магазинах, а часть в интернет-магазинах «Любимый Василек» и 1 метр ткани. Ткани эти – бязь, ситец, сатин, поплин, перкаль. Долго подбирала цветовую палитру. Для любителей покритиковать скажу сразу. Подберите свой вариант и представьте на суд публики. Перед раскроем все ткани прошли влажно-тепловую обработку. Я их замочила в горячей воде с солью и уксусом, потом высушила и проутюжила. Все цветные ткани для удобства работы разложила по цветам. Знаете, как проверить, трезвый человек или нет? Попросите его сказать слово «сиреневенький». Уф, я не пила. Все известные модельеры при работе над своими коллекциями надевали белые халаты, чтобы их ничего не отвлекало, никакие посторонние цвета. А я буду работать на разложенном диване, на белоснежном топпере. Идет процесс творчества. Выкладываем розовые, коричневые и красные ткани. Потом потихоньку добавляем еще желтые и зеленые цвета. Постоянно перекладываем, куда деваться, добавляем голубые и синие. Этот процесс можно продолжать бесконечно. Так же, как и ремонт. Нельзя закончить, его можно только приостановить. Будем работать с тем, что получилось. Как вы помните, размер цветных квадратов был 21 на 21 сантиметр. Складываем их вместе лицом к лицу и прошиваем на расстоянии 3 сантиметров от края. Конечно, можно линию шва наметить на ткани, но я замеряла расстояние от иголки 3 сантиметра и маркером прямо на игольной пластине нарисовала линию. Я раньше на канале показывала похожий способ шитья, но там я полотно собирала немного по-другому. В сегодняшнем способе будем сначала собирать длинные полосы, горизонтальные ряды. Конечно, стараемся экономить нитки, ничего не обрываем. Прошили одну деталь, приставляем другую. После того, как соединили все ряды, еще раз проверяем, все ли правильно у нас лежит, и приступаем к дальнейшей сборке. В каждую цветную деталь надо вставить деталь из драпа, а потом подворачиваем край цветной детали и пришиваем его. Маленький совет. При работе используем небольшой кусочек ткани, переходник. Дошили деталь, чтобы нитки не обрывать, переходим на него и шьем дальше. Для удобства работы можно сначала фиксировать драп, пришивать его в нужное место, а потом уже закреплять цветными отворотами.
Получаются двухсторонние простеганные полоски. С одной стороны полностью цветные, а с другой с драповыми вставками. Можно сделать еще одну вещь. Дополнительно простегать эти ряды. Конечно, можно выполнить какую-нибудь интересную стежку, показать все умение и мастерство. Ну, я даю вам идею. Но сама просто проложу прямую строчку посередине. Все ряды я собирала на одну нитку, шила последовательно, чтобы ничего не перепутать. А теперь приступаем к дальнейшей сборке. Складываем 2 ряда вместе, цветными частями внутрь, и прокладываем строчку по краю драпа. А потом полученное полотно разворачиваем, подгибаем открытые срезы цветных деталей и прошиваем. Так выглядят прошитые вместе 2 ряда. Получается очень интересно и необычно, а при этом с обеих сторон. Так мы шьем и шьем, постепенно увеличивая размер полотна. Самое главное, что вся масса этого лоскутного одеяла лежит по левую руку на столе, а в рукаве швейной машинки только одна полоска шириной 15 сантиметров. Я думаю, что тот, кто работал с большими изделиями, это поймет и оценит. После того, как шили все полотно, остается только обработать края, просто двойной подгибкой. Ну а теперь уже можно оценить результат. Напомню, квадратов из драпа было 80 штук. Раскладка 8 на 10 квадратов. Размер получился 120 на 150 сантиметров. Обе стороны этого пледа или одеяла очень интересные. Мне самой больше нравится сторона со вставками из драпа. Получается эффект перетекания цвета и сияния. Технология сборки и пошива простая. Если делать небольшое изделие, то это займет у вас совсем немного времени. Ну, я шила большое одеяло. Само видео длится чуть больше 8 минут, а шить и работать над ним пришлось гораздо дольше. Я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше и интереснее. Да, кстати, я мелкий вымогатель, поэтому обязательно поставьте класс под видео, напишите комментарии, поделитесь этим роликом в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!